Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте, не стесняйтесь. Тема сегодняшнего расклада. Что несет тебе полнолуние? Посмотрим, что же оно вам принесет. У нас полнолуние сегодня-завтра. Хотела сделать лирическое еще отступление. Может, вам интересна будет информация, полезна. Согласно лунным преданиям, во многих случаях полная луна приносит удачу. Но во время полнолуния нельзя принимать важные решения. Заключать серьезные крупные сделки, которые связаны с большими деньгами. Нельзя делать крупные покупки. Тратить деньги на что-то несущественное, необязательное. Нельзя проводить бессмысленные дискуссии, ссоры, выяснить отношения. Не нужно в полнолуние, не вылезайте в чужие конфликты. Не оскорбляйте близких. Также нежелательно начинать новые какие-то дела. И желательно отложить дальние поездки. Не стоит менять кардинально имидж. Также совет: отложите важные перемены, такие как увольнение, переезд, женитьба, расставание и тому подобное. А что же можно делать в полнолуние и стоит делать в полнолуние? Это помириться со всеми теми, с кем вы в ссоре. Извиниться перед теми, кого вы обидели. Можно составить список желаний или карту желаний. Медитировать, визуализировать, заниматься творчеством. Уделять внимание себе, своим желаниям, своему внутреннему миру. Избавляться от всего устаревшего и ненужного. Вот так. Может, кому-то будет интересно, полезно. Также, девочки, 2 минутки буквально делаю анонс, акцент такой. У нас новинки, вы уже заметили, наверное, тесты на нашем канале появились. Благодаря этим тестам, я надеюсь, вы сможете сами себе помочь. Скорая помощь, да, называется. Отвечая на вопросы, вы получаете ответ и совет в этом же тесте содержится. Благодаря этому вы сможете отслеживать какие-то, может быть, зарождения проблемы какое-то ваше психоэмоциональное состояние, которое, может быть, у вас вопросы есть, что не так. Может быть, благодаря этим тестам, в любом случае, вы поможете сами себе. Вы сможете сами себе подсказать, как улучшить свою жизнь. Надеюсь, да? Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, все новинки, эти тесты отслеживайте в плейлисте, кому это интересно. Будем стараться где-то раз в неделю делать эти тесты. Итак, делаем сегодня расклад. Что несет вам полнолуние? Что оно вам несет? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Подарок небес. Ух ты, какие карты на вас. Так, какая вы? Такие карты. Смотрите. Подарок небес. Сама по себе девушка, которая для многих была бы этим желанным подарком. Тут не взять, не дать, ни больше, ни меньше. По этой карте яркая муза, вдохновляющая, женщина, которая внешне привлекательна, харизма, энергетика. Опять-таки талантливая очень по этой карте проходит женщина. Женщина, которая пользуется, знает, по крайней мере, все эти женские штучки, знает, как подчеркнуть свою женственность, привлекательность, может акцент на чем сделать во внешности. Умеете как-то компоновать элементы вашего гардероба. Опять-таки, не обязательно тут вы прям следите за модой 100%. Ну, тут как будто бы умеете подчеркнуть достоинства. Так, сгладить какие-то более-менее недостатков у нас нет, мы все богини, но акцент на каких-то ваших достоинствах вы можете всегда сделать. Вы это чувствуете, вы понимаете это. Женщина. Красивая, роскошная женщина. У меня тут
Так. Почему-то вот рядом вышел этот принц, мне как будто бы в вашей жизни присутствует какой-то мужчина, может, присутствовал. Почему-то мне так хочется считать это все же рядышком с этим мужчиной, именно рядом с ним вам хотелось вот такой быть яркой, привлекательной, сексуальной, харизматичной. Вот как будто бы, может быть, этого мужчину не зря вам привели в вашу жизнь, он вошел в вашу жизнь, для того, чтобы вы ощутили себя в полной мере, что вы можете быть такой, вот как-то раскрылись еще. Кто-то раскрылся как женщина, кто-то попытался, ну, или пытается раскрыть там свои какие-то таланты, свой потенциал раскрыть, знаете, как будто бы стать лучшей версией самой себя. Так, при всем при этом, ну, хорошо, я тут доложу, конечно, за этого принца, но тут история какая-то такая, может быть, наряду, извините, наряду с тем, что вы тут такое себя вот почувствовали, да, но при этом же есть ощущение того, что вы вообще себя чувствуете как будто бы белой вороной. По разным, может быть, признакам, тут, не знаю, не обязательно в связи с тем, что этот мужчина в вашу жизнь пришел, вошел, но может подтолкнуть, да, к осознанию того, что чем-то вы отличаетесь, как будто бы вот чужой среди своих, да, тут не обязательно, чтобы вы свои вокруг, но белая ворона, то есть восприятие мира какое-то, ну, иное, не такое, как у остальных. Может, где-то это же увлечение эзотерикой, таро, расклады этим. Опять, может быть, какой-то философский взгляд на мир, может быть, какие-то умозаключения вы делаете такие, знаете, нестандартные какие-то. Но почему-то мне показана эта карта, говорит о том, что как-то тяжело от этого осознания того, что, ну, может быть, мало единомышленников, может быть, чувствуете себя этим чужеродным элементом каким-то, как будто бы вот эта карта, это как защищаетесь, стараетесь защититься от внешнего мира, от окружения какого-то, может быть, не подпускать к себе кого-то, дабы избежать каких-то разочарований, обид, неприятностей. Так, вот эта карта, она сродни карте повешенной, но тут такое какое-то состояние, я даже не могу понять, почему оно у вас такое. Неужели вот это ваше ощущение себя инаковое, оно как-то гнетет вас? О чем это? Ну тут, девочки, ну тут какой-то такой не настолько негатив, тут просто в моменте, может быть, как-то у кого-то проиграется, прям в голове у меня собаки лают, караван идет. Тут карта сплетен, как будто бы подчинение, и карта вверх по лестнице. Тут вы говорите, да, вокруг, мягко говоря, хватает людей, которые могут там кости мыть, у которых свое видение этого мира, инаковое, оно другое, не такое, как у вас, там у вас разница в этом видении этого мира. Может быть, опять-таки, как проживать, как реагировать на что-то. Вот тут тоже такое, какие-то, может быть, ценности изначально у вас разные с людьми. Так, сейчас подчинение. Ну, тут как будто бы у вас путь такой через тернии к звездам. Где-то вот это вот сплетни, и где-то вы даже с этим миритесь. Почему я так говорю? Потому что карта подчинения, как будто бы, ну, это неотъемлемая часть вашей жизни, ну, куда без этого. Но и опять-таки, сплетни были, есть и будут, но ваше дело идти вперед, ну, там, поставленные цели, в какой-то мечте, в погоне за этой мечтой. Как-то так. Тут, может, временно вы останавливаетесь, удивляетесь, насколько людям нефиг делать, да, кости вам мыть. Или думаете, вы неужели у своей жизни какая-то скучная, тоскливая, так все. И людям постоянно есть дело до того, как вы живете. Так, жадность, паутина, мастер. Тут как будто бы просто это вам какой-то, ну, не буду говорить тут пафосно, урок, период какой-то такой, где, может быть, вы сталкиваетесь с какими-то пороками человеческими, подлостью, предательством, где-то элементарно у людей в приоритете материалка. Ради материалки тут карта жадности, готовы люди на
какие-то, ну тут даже не жертвы, и не воспринимают это жертвами. Ну, как будто бы выбор люди делают однозначно не в сторону каких-то там духовных ценностей, не в сторону дружбы, поддержки, а тут материалка, как это говорят, свое, своя рубашка ближе к телу, тут какой-то такой, может быть, период вы сталкиваетесь с этими людьми постоянно, как будто бы выбор. Но говорят, вот вы должны через это пройти. Ну и ваш путь, он не запутаться в этой паутине, а по карте мастер расти, развиваться, выбирать свою дорогу, свою нишу какую-то выбрать. Вот как-то так оно мне, почему-то мне так показывают. Это все по поводу белая ворона и по поводу вот этой карты, как повешенная. Но она не так читается, эта карта. Ну, отчасти похоже. Какое-то состояние, как будто бы у вас очень много умозаключений по поводу того, что почему люди такие, почему вот я так на это реагирую, а не по-другому. И как с ними точки соприкосновения найти, и как вообще, и нужно ли этих людей вообще к себе подпускать. Ну, тут карта вот как защита, я же говорю, тут, судя по всему, вы всячески стараетесь дистанцироваться и как-то даже какие-то превентивные меры, да, принимаете для того, чтобы у них не было даже желания, никаких поползновений в вашу сторону там проявляться или появляться в вашей жизни. Почему-то мне так показано. Так, о чем этот князь еще? Принц, извините. Принц — это мужчина какой-то очень интересный в вашей жизни. Опять-таки, может, благодаря нему, еще раз повторюсь, вы как у кого-то вторая молодость, да, у кого-то, в принципе, такой прилив сил, энергии был. Хотелось как-то рядом с ним вы себя чувствовали. Может быть, женщиной раскрепощенной какой-то, интересной, желанной. Вот как-то так. Так, принц. Чем это? Так. Принц. Может, мужчина, знаете, такой лакомый кусочек для очень многих. Может, тут социальный какой-то статус, положение, материалка. Тут может все вместе быть. Интересно для многих женщин. Зачем? А, у кого-то не свободен, прям показали сразу. Ага. Это. Так, смотрите, у кого-то не свободен, но история такая мутная какая-то. С одной стороны, руки связаны, привязаны. Вполне возможно, мужчина, если он не свободен, у него там какая-то выгода. Ну, может быть, девочки, ну выгода разная. Может быть, начиная от того, что слишком много туда сил, энергии, материалки уже вложено в эту семью. Совместный бизнес, как минимум, кто-то может управлять им. Во всех смыслах. По луне тут и привязь, это такое своеобразное. Тут может быть магическое воздействие со стороны его, если супруги. Есть супруга, тут у кого-то может такое проиграться. Редко говорю такое, но может быть как будто бы связано, его как удерживают даже отчасти. Но это не отметает того, что это может быть осознанное даже с его стороны решение, выбор, такая зона комфорта, скажем так, да. Ну, как где-то осознанная типа беспомощность, человек типа сознательно показывает, да, я жертва обстоятельств, ему выгодно, может быть, находиться типа в этой жертве, скажем так, бонусы, как бы, как это говорят, вторичные выгоды, да. Так, с этим мужчиной, скорее всего, была изначально у вас по карте собака, ну, дружеские отношения, нормально, как друзья воспринимали друг друга. А потом тут по карте шабаш, я смотрю на вас, тут могло понести, тут у кого-то могло быть накрывать, девочки. Опять-таки, у кого-то даже увлечение эзотерикой, таро, расклады могло сподвигнуть вас этим всем увлекаться, для того, чтобы до конца осознать, понимать, для чего он в вашу жизнь пришел, что мне с ним дальше делать, что мне вообще с этим всем делать, с тем, что творится в моей жизни. Какие-то иллюзии, девочки, показаны. То ли сознательно человек вас вводил, как, ну, не договаривал что-то, да, давал двойственные какие-то такие, ну, даже не то, что намеки, но вел себя двойственно, может быть, да, тут и это из той серии, когда человек говорит, что да, мы уже там 5 лет не живем под одной крышей, там, да, в разных квартирах у нас, или, ну, что-то из этой серии, так, это все так, оно удивительно так звучит, когда мужчина рассказывает, что он там не спит уже с женой. Да, из 15 совместных лет, вот 14 он не спит с ней.
Ну, какой-то такой. Тут может быть какие-то иллюзии. Смысл этого для того, чтобы вас удерживать. И ни да, ни нет. Какое-то подвешенное состояние, качельки какие-то. Желание не потерять, как минимум, вас. Могло быть у кого-то такое. А могли сами себя в эти иллюзии, девочки. Давайте быть честными. Мы же тоже этим иногда грешим, страдаем. Мы, как правило, на второе, на третье это свидание бежим уже чуть ли не в фате. И многие в голове держат картинку уже такую созданную. Это как мы назовем наших общих детей. Там уже кто и внуков уже имена подбирает. Ну ладно. Это я к тому мужчину не буду все на мужчину наговаривать. Ну, какие-то иллюзии тут присутствуют, связанные с этим замечательным мужчиной, принцем вашей жизни. Скорее всего, эти иллюзии, да, как розовые очечки у нас разбиваются стеклышками внутрь очень болезненно. Тут, скорее всего, эта история произошла, потому что вот так вот сочетать подряд все так классно могло начинаться. Вы чувствовали себя королевишной, прям принцессой, вот этой райской птицей. Без сарказма, правда, классно себя чувствовали, наполненной, вообще идеально. Почему-то, как вам было это даровано, это ощущение. А потом могли столкнуться с тем, что вы почувствовали себя, может быть, ненужной, может быть, как неправильно. Типа, могли тут даже какие-то такие элементы быть, вот в сочетании вот этого всего. Мужчина мог проявляться, знаете, прямо как элементы газлайтинга, да, в психологии. Это когда ты чувствуешь себя как, извините, как дурочкой какой-то. Ну, типа, а что, я что-то неправильно поняла? Ты же все ясно, четко, как будто бы давал понять, хотя оно двойственно, опять-таки. Это история о том, что человек мог вас провоцировать, мог не договаривать, мог создавать какую-то картинку, иллюзию, для того, чтобы вы проявлялись, для того, чтобы вы первые делали какие-то шаги. Для чего? Для того, чтобы он не брал ответственность за все происходящее, для того, чтобы в любой момент мог сказать: да ты все неправильно поняла. Как-то так, ну, я же говорю, газлайтинг это называется. Вот, и ваше состояние могло в один момент вот испортиться от вот такого эйфории, счастья, до вот такого состояния сродни повешенному, когда вы чувствуете себя, блин, как в жертве какую-то. Я не хочу быть в этой жертве, я не хочу страдать, я не хочу себя чувствовать какой-то ненормальной даже. Почему, зачем мне это? Какие-то вот эти качели, такие какие-то пики, прям эти, как элементы пикапа, да, тут все классно, эйфория, тут как эти, как они называются, эти эмоциональные иглы, да, которые делают эти пикаперы. Я слишком этим не увлекалась, просто читала. Когда в один момент вас по шкале там от, вот если шкала от 0 до 10, да, тут эйфория 9-10, и тут же через 5-10 минут вас опускают по этой шкале, вот от вас отворачиваются, вам какие-то такую дичь творят, вас обесценивают, и вот в этой шкале по сумасшедшей там до 0 опускается. И вы чувствуете себя как в прострации, потерянным, ужасным, унижение какое-то, за что непонятно. Ну, в общем, тут может быть такое. Так, что-то у меня... И тут Остапа понесло, девочки. Что-то у меня тут... У кого не сходятся шарики с роликами, да, у кого оно не резонирует, не смотрите, мои хорошие. Так, а мы смотрим те, у кого что-то навеяло, да, что-то похоже на вашу картинку. Итак, что же, собственно, несет вам это полнолуние? Посмотрим, что оно вам несет. Что несет вам полнолуние? Что несет вам это полнолуние? Что несет вам полнолуние? Ух ты, какая прелесть! Так, тут вообще как-то... Ну хорошо, хоть последние карты такие прекрасные, можно сказать.
Так, интересно. Так, что вам несет полнолуние, девочки? Вот это ваша энергетика, которой вы наделены, которой вы обладаете. Манка, харизматичная, вы такая у меня девушка, которая многие, ну, может быть, даже, может, скорее всего, в прошлом, наверное, больше к вам обращались за поддержкой, потому что сейчас я видела, там вы защитную какую-то держите, как маску, можно сказать, на вытянутую ручку сейчас все больше, как будто бы вы, ну, четко уже для себя понимаете, что есть люди, которые тупо приходят пользоваться, да, когда им удобно, выгодно, тогда не с удовольствием ваша вот эта энергетика к вам приходят, а вы там руку помощи им протягиваете. Так вот, вот это ваша, собственно, что несет вам полнолуние. Вот эта энергетика ваша, она, можно сказать, даже будет улучшаться, наполняться вы будете ею. Тут в полной мере цветете и пахнете. Если кто-то был там, приболел чуть-чуть, то тут идет выздоровление, наполнение, как будто бы. Так, опять-таки, если какой-то период в вашей жизни был, ну, можно сказать, не то, что там катастрофический, но какой-то упадок, как упадок сил, не было сил даже для того, чтобы вот тут карта семья, в семье особо там решать какие-то проблемы или как вот по течению плыли. Тут и состояние такое, вот эта карта называется «Вечная невеста». Это как будто бы, ну, что случилось? Ну, почему мне вот что-то не дается? Почему-то вот я вроде бы делаю все правильно, а оно вот, ну, и судьба не получается. Ну, не судьба, да, такое слово, это словосочетание какое-то не совсем мне нравится. Вот по этой карте, эта карта называется «Вечная невеста». Еще раз повторюсь, эта карта читается, когда женщина хороша всем, тут без преувеличений, и внешне, и все с интеллектом у нее в порядке, ну, нормально, все, и руки оттуда, откуда нужно, растут. Вот почему-то вот не ладится, не спорятся, вот по идее других там, если мы сравниваем, да, лучше этим не заниматься, конечно, но там у кого-то кто-то и внешне проигрывает, да, вам, и там с интеллектом, мягко говоря, послабее все. А все ладится, и все у людей как-то хорошо все. А тут вот эта карта. Так вот, как будто бы этот период, можно сказать, где проблемы, почему-то семья мне показана. И вот у вас что-то там не срасталось, не было так, как вы хотите. Слава Богу, это все как бы заканчивается. Вот несет полнолуние вам радость, выход из этого состояния какого-то. Тут карта радость, может быть, наоборот, будет очень какие-то классные, радостные моменты с близкими людьми, самыми близкими, видите, и тут такое искреннее какое-то счастье. Так, дальше карты непонятные, сейчас буду уточнять, о чем это. Так, что несет? Какие-то люди вокруг вас. Ух ты. Смотрите, как выпали карты. Черная кошка с одной колоды, черная кошка с другой колоды. Так. Так, что несет полнолуние? Вот я, извините, доложила, потому что тут очень все странно. Как-то мне показана карта лицедеи. Тут как будто бы в танце, да, кружатся женщина в маске и какой-то лис хитрый. И тут какие-то зверьки, это метафорические карты. Как видишь, так и поешь. Но все равно я уточнила по поводу чего это. А тут история какая-то, знаете, вот черная кошка, тут я уточнила, это вокруг вас какие-то люди будут. Ну да, причем люди на самом деле умные по карте сова, люди, которые, они с вами, тут двое танцуют, то есть вы незримо участвуете в этом танце. И на вас я спросила, а вы являетесь в данном
в данном тут вот триплете, да, если можно так сказать, раз, два, три, ну вот в этом раскладе маленьком, вы составляющей частью являетесь этого всего. То есть это не против именно вас, как будто бы ведутся там какие-то заговоры там или представление какое-то. Тут такой интересный подтекст, тут несет вам полнолуние сотрудничество, очень тесное сотрудничество, коммуникации с какими-то людьми, которые вас считают тоже по черной кошке, знаете, такой женщина, которую ну, до конца нельзя раскусить, она как непрочитанная книга, это я так лайтово так сказала. Женщина, у которой очень много как будто бы в шкафу секретиков, скелетиков, да, каких-то. Потому что 2 раза на ваш вышла черная кошка. То есть они вас, как бы, может, кто-то даже и побаивается из этих людей. Причем эти люди, эти умные люди. То есть мне такая прям картинка, вот в связке с кем вы можете быть, ну, самая элементарная. Ну, не хотелось бы мне, конечно, читать, что вы тут с этими, с родными, близкими так будете в этой связке танец какой-то этот танцевать. Причем по лицедействует, как будто бы обои скрывают свои истинные желания, свои там цели какие-то. Вот каждый преследует свою цель, но друг другу улыбаются, да, как это в мультике улыбаемся и машем. Вплоть до того, что люди вот, ну, я же говорю, это может быть рабочие отношения с кем-то, да, может даже что-то с подругой, вот так вот, вот просто вы должны быть готовы. Вот несет вам полнолуние сотрудничество с людьми очень умными, которые скрывают свои истинные планы, желания в отношении вас, может быть, сотрудничество с вами, тоже там какие-то подводные течения есть, карта гора, какие-то трудности, но они то ли это все скрывают как-то, по крайней мере, не готовы на поверхность выносить, обсуждать это. И вас тоже считают, вот они так себя ведут, но они считают, что и вы тоже маску носите в отношении них, как будто бы у вас тоже какие-то там свои планы, которых вы особо не рассказываете, такая вот типа хитренькая, знаете, как женщина. И даже не то, что тут не хитрости больше, больше женщины, которая живет своей какой-то жизнью и старается никого в эту жизнь не посвящать, уж точно в какие-то планы свои, мечты тоже. То есть такой еще подтекст, девочки. Ну, карта магическая вышла, ну, это не обязательно о том, что тут какая-то магия. А тут обратный ход колеса. Мы же смотрим на вас, что несет вам полнолуние. Может быть, сотрудничество с этими людьми может привести временно, аккуратненько. Тут карта горы, это не какие-то препятствия, да, не буду говорить непреодолимые, все преодолимо в этой жизни. Препятствия, обратный ход колеса, как будто бы назад вы чуть-чуть скатываетесь. То есть вы себе придумали там какую-то, вот уже не знаю, бизнес-проект, какой-то там план, да, вроде выстроили и начинаете с этими людьми сотрудничать. А вот оно что-то вот как будто бы не получается. Вот временно, то ли в силу разных причин, как откатываетесь чуть-чуть назад. Вот. Но все равно, по большому счету, я вижу у вас стремление, желание идти вперед. И ничего вы с этим, и они, по большому счету, ничего с этим не сделают. Просто, может быть, ваше это стремление идти вперед, чего-то достигать, вот именно на данный момент сотрудничество с этими людьми, может быть, это не входит в их, ну, знаете, как вам сказать, почему-то, не то, что они там против, но это как будто бы в их планы, в ваше тут продвижение вверх, и ваша какая-то, может быть, то ли карьера, то ли улучшение вашего материального там образа жизни, да, улучшение материального там, уж не знаю, как это, благосостояния вашего, да, как будто бы это, можно сказать, чуть-чуть как расходится с их какими-то планами. Даже не могу сказать, что они тут как-то против вас прям настроены, но почему-то у них вот своя жизнь, свое видение этого, может быть, там, я даже не могу как вам это так объяснить. Вот, может быть, вы, ну, сталкивались, да, если у людей там свой выверенный какой-то график, да, ритм работы, свои какие-то планы, а вы как будто бы являетесь не то, что там каким-то внешним раздражителем, но как будто бы вот у вас свои планы, и вы вот так их строите, а у них свои. И эти планы, можно сказать, друг на друга накладываются, и поэтому люди как-то могут даже
тут не грубо они вас, не то что отодвигают вас в сторону, но они как-то с вами сотрудничают, но при этом-то как-то получается, что ваше, все-таки вот это вот ваше счастливое будущее, оно как-то сдвигается, отодвигается. Вот не знаю, так, может, сумбурно объяснила, но опять тут все-таки хитрые лисы у меня вышли, какие-то бумеранги. Аккуратно, потому что люди против вас, если можно сказать, так играют. умные какие-то, умные, может, специалисты в своей отрасли. Там, вот не знаю, чем они занимаются в сфере деятельности, они довольно такие, можно сказать, уже тут съели. Что они тут съели, я не знаю, хотел сказать, кошку съели. Ну, аккуратненько. Опять-таки, почему-то мне показано, что вам где-то придется даже подчиниться этому всему. Потому что какой-то урожай принять тот, который он есть. Это не значит, что это вас далеко назад отбросит, да, но как минимум тут приостановка может быть. Просто аккуратнее. Да, то же самое материалки касается, если там вы там что-то надумали грандиозное, там какие-то себе уже запланировали, что да, это будет прибыль там сумасшедшая. Тут тоже аккуратно могут проблемы быть, какой-то форс-мажор, то, что, чего вы не учитываете. А они, эти люди об этом знают, а они уже на этом как обожились уже, у них уже есть опыт. Но это совсем не значит, что они будут делиться этим своим опытом. Тут как-то, как бы вам бы соломки подстелить бы хотелось бы. Но отчасти мне это идет, как, знаете, где-то какой-то как урок. Вам с этими людьми нужно это прожить, вот этот период. Чуть ли не по справедливости, как будто бы вы тоже должны в этом, я не знаю, как-то то ли научиться делать правильные выводы, то ли научиться коммуницировать и с такими людьми. Тут, в принципе, вот эта карта идет, вот как вот видите, танец этот, они в одной, как бы, как спаяны, да, вместе идут вот эти люди, в одном ритме идут, то есть вы и какие-то хитрые лисы. Тут вот хитрый лис, и тут вот лисы опять. Как будто бы еще с такими людьми вас не сводила судьба. Вот еще с ними нужно научиться как-то вот, в общем, тандем этот составить для того, чтобы, по крайней мере, потихоньку хоть двигаться вперед. Вот ваша конечная цель — это идете вверх по этой лестнице. Вот, как будто бы научиться вот где-то выживать даже вот так вот как-то с такими людьми. Карта крест — это идет как какой-то как урок, который вы осознаете, принимаете уже с какими-то могут быть потерями. Вот тут аккуратно, еще раз предупреждаю. Так, несет вам еще полнолуние, что мне в принципе несет такое. Последняя карта тут замечательная, говорю, карта букет, цветете и пахнете, прям какая-то энергия, наполняетесь, тут красота, желание, опять-таки, может ухаживать за собой, может быть желание нравиться даже, да, потому что иногда у нас вот эти наши бытовуха, у нас вот это суматоха это, и уже какое там желание нравится. Расчесался, да, зубы почистил, в лучшем случае там еще что-нибудь. Какие там косметологические процедуры. Вот я просто, мне прям смешно, потому что у нас у всех такие бывают периоды. А тут меня радует, то, что девочка, опять смотрите на себя и говорите, какая ты красавица там. Уже не знаю, Маша, Даша, Ирочка, там, богиня. Я даже не буду говорить, что я прикалываюсь, девочки. Тут, может быть, какой-то вот несут вам полнолуние, подарки, но тут классные подарки, тут без всякого сарказма, без всяких этих многоточий, да, потому что подарки разные бывают, и надо такие, что лучше нам таких не нужно. А тут, наоборот, классные подарки, пусть даже они будут и не очень большие, но как будто бы это заставит где-то вас улыбнуться, где-то ваше сердечко, может, забьется сильнее. Не в том плане, что там аритмия, и нужно бежать за таблетками, а в том плане, что, наоборот, как-то классно, позитивно. И тут вот эта карта тоже говорит, поддержка высших сил. Как будто бы высшие силы вам показывают, что в этой жизни много всего замечательного, прекрасного. И не нужно там акцентировать на свое внимание на вот этих каких-то преградах, на том, что куда-то вы периодически можете шаг вперед делать, а назад 3 возвращаетесь. Такой период, ничего страшного. Зато потом такой период какого-то рассвета, где даже вы себе можете там уделять внимание, какие-то подарки получать от высших сил.
Так, все, на этом я закончу, дабы не испортить расклад, да, я могу. Все, спасибо огромное за то, что вы были со мной. Кому понравилось, да, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.